Привет, ребята! Давайте поговорим. Большинство людей считают, что дофамин– это гормон удовольствия. Но на самом деле он больше связан с желанием или с тем, как твое тело создает мотивацию. И все это превращается в желание. Это хорошо, что если ты можешь использовать дофамин себе на пользу и достичь любых своих целей. Это довольно просто, потому что так и есть. Сделай те вещи, которыми ты хочешь заниматься, менее привлекательными для себя, чтобы получить от них меньше дофамина. Более того, найди способ заставить не любить эти действия, а то, что ты хочешь делать больше, постарайся полюбить, чтобы больше заниматься тем, что любишь, и меньше тем, что ненавидишь. Вся теория проста, но есть множество вещей, которые мы постоянно делаем подсознательно, которые буквально подсаживают нас на такие вещи, как социальные сети или постоянное пребывание онлайн, длительное воздействие повышенного уровня дофамина. Происходит, например, когда вы играете в видеоигру несколько часов подряд. Это приводит к снижению количества дофаминовых рецепторов. И меньшее количество рецепторов ведет к снижению мотивации, к ухудшению концентрации, снижению умственной работы, находчивости и скорости мышления. Ты буквально становишься тупее, медлительнее и менее чувствительным. Я помню, как было ужасно зависимо от видеоигр. Я запиралась в своей комнате на неделю или минимум 12 часов в день. Уходила на это. Я также начала отставать в учебе. Я постоянно чувствовала себя безнадежной и подавленной. Я была постоянно уставшая и измотанная. И это как бы заставляет задуматься, почему так, учитывая, сколько вокруг нас всего, что искусственно поднимает уровень дофамина до ненормальных значений. Нам нужно стать гораздо более осознанными в том, что мы потребляем в своих привычках, и в том, что мы едим, пьем и как проводим свое время. Целые отрасли постоянно используют это, держат тебя на крючке своих продуктов, словно на капельнице, вызывая зависимость. Я всегда говорю, подумай об этом. Например, это идеальная иллюстрация того, о чем я говорю. Оцени обстановку, потому что все дело в том, как мы устроены. Нам нужно вырваться из этой матрицы. Это трудно, потому что постоянный приток дофамина держит нас в зоне комфорта. А мы так ее любим, верно? Но суть этого видео не в этом. Если ты хочешь обновиться и преобразиться за 90 дней, но и в твоей жизни есть то, что управляет тобой, тормозит тебя, определи, что это, и избавься от этого влияния. Если ты думаешь, как это сделать, измени свое самовосприятие. Используй свою дисциплину, ежедневные действия, которые постоянно перегружают твою систему дофаминов, но при этом не добавляют никакой реальной ценности в твою жизнь. Избегание скуки, сопровождающейся бездействием, вовсе не приносит той ценности. Например, я раньше обожала целыми днями смотреть мемы в Инстаграм. Я весь день смотрела. Сейчас я отписалась от большинства таких аккаунтов, потому что зачем мне это вообще? Что это добавляет в мою жизнь? Стоит ли это того? Скажи «нет» своим друзьям. Извини, мне нужно сосредоточиться, делая такие маленькие шаги. Ты со временем вернешься к более естественному балансу дофаминовых рецепторов, и это упростит на других задачах.
таких как чтение или изучение игры на инструменте, на вещах, которые действительно важны для тебя. А что, если мы заменим дофаминовое состояние потока само по себе является формой медитации, где ты занимаешься чем настолько увлеченно, что приводишь часы, работая над этим с энтузиазмом. Это может быть рисование или даже домашняя работа, но ты не хочешь останавливаться, пока не закончишь. Концепция состояния потока на самом деле меняет жизнь. Когда ты находишься в состоянии потока, ты полностью поглощен тем, что делаешь. Есть книга под названием «Поток психологии» оптимального переживания, которая подчеркивает важность постановки конкретных задач, которые действительно соответствуют нашим навыкам. Также это помогло мне различать вещи, которые приносят удовольствие, и те, которые приносят настоящее наслаждение удовольствия. Наслаждение помогает тебе расти, приносит радость и придает смысл. Поэтому в последнее время я заполняю свои дни такими занятиями, как чтение, создание видео для YouTube и тренировок. И все это может стать частью моего состояния, потока каждый день. Я веду простой блокнот, журнал, где записываю свои цели на день и свое самочувствие в блокнот. Это просто список пунктов о том, как прошел мой день. Очень просто, но магия начинается, когда я перечисляю все положительные и отрицательные действия, которые сделала. Если я добавляю простой цветовой код, например, красный или зеленый, это позволит быстро оценить, как прошел мой день, где я справилась хорошо, где ошиблась и что могу изменить. Существует много бесплатных приложений для ведения блокнота. Кстати, и минута записи в день поможет тебе понять, движешься ли ты к прогрессу или не так. Что, если ты застрял в рутине? Знай, что перемены возможны. Тебе просто нужно осознать, что ты делаешь. И это даже не должно быть сложным или изматывающим. Ты можешь сделать настолько простым, настолько захочешь, ты можешь использовать даже приложение для заметок или обычный бумажный дневник, если будешь работать над маленькими шагами последовательно. Это в конечном итоге приведет тебя к большим результатам. Но если у тебя совсем нет сил и воли, и малейшей мотивации, чтобы начать и двигаться вперед, ты не сможешь быть дисциплинированным. Когда люди говорят «быть дисциплинированным», значит сохранять настрой, даже когда что-то неудобно или неприятно. Просто продолжай делать действия и придерживаться плана, несмотря ни на что. Проблема в том, что для этого часто требуется хотя бы небольшой стимул, чтобы двигаться дальше. Это, пожалуй, один из минусов, и, надеюсь, ты с этим согласен. Например, я помню, когда у меня была хроническая депрессия. И я человек, который был невероятно дисциплинированным. Например, никогда не пропускала тренировок, превратилась в человека, у которого совсем не было мотивации или силы воли. Даже встать с постели утром у меня не было ни стимула, ни мотивации, ни сил двигаться вперед. Несмотря на то, по дисциплине совет не работает для всех. Тебе действительно нужно понять, что работает именно для тебя. Или почему что-то для тебя не срабатывает. Разберись, я думаю, ты сможешь. Подписывайся на канал «Простой разговор», поставь лайк. До скорой встречи, ребята!